Украина начала применять новые британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. В Хмельницкой области в результате атаки дронов произошел мощный взрыв, а у белорусов выросли доходы. Такова была новостная повестка прошлой недели. Сейчас мы расскажем, какие фальсификации и манипуляции на эти темы допускали различные СМИ. Всем привет, я Алена Чернявская, и это Weekly Top Fake. Поехали! Полномасштабное украинское наступление все еще не начинается, но взаимные обстрелы издалека определили ряд громких заголовков. 13 мая в Брянске потерпели крушение 2 самолета и 2 вертолета воздушно-космических сил России. Также при помощи свежеприбывших дальнобойных ракет «Сторм» украинцы поразили ряд недосягаемых ранее объектов в Луганске, в том числе по размещению войск, если верить словам бывшего командира сепаратистов ДНР Игоря Стрелкова. В свою очередь, российские дроны нанесли удары по Хмельницкой области Украины. По сообщениям российских СМИ, поразили там склад с боеприпасами. Издание «Инсайдер» пишет, что там хранились старые советские авиабомбы, а Кремль утверждает, что это были танковые снаряды с объединенным ураном, которые Украине ранее поставила Великобритания. На этом фоне телеграм-канал имени бывшего сотрудника израильских спецслужб Якова Кедми сообщил, что в польском Люблине повысился уровень радиации. За ним эту новость подхватили российские и белорусские государственные СМИ. На востоке Польши появились скачки радиации в воздухе. Вчера в Люблине измерительные приборы зафиксировали резкое повышение уровня висмута в 6-7 раз. Висмут – продукт распада объединенного урана, используемого в боеприпасах. В комментариях поляки пишут, что радиационная угроза пришла из Хмельницкой области, где утром 14 мая ударом герании был уничтожен 649-й авиационный склад. Университет Марии Кюри Складовской в Люблине ведет мониторинг уровня радиации и на самом деле зафиксировала скачок уровня висмута в 2 часа дня 15 мая. В таком виде этот график выглядит действительно пугающе. Однако, если посмотреть на данные по уровню висмута с начала этого года, то можно увидеть, что такие скачки – это обычное явление. Они случались довольно часто и до взрывов в Хмельницком. В том числе они происходили и до войны в Украине. Вот данные по висмуту за тот же период 2021 года. Тут видно, что тогда скачки бывали даже серьезнее, чем сейчас. Мы позвонили в университет, и нам там сказали, что о причинах скачков висмута можно узнать на сайте университета. Так вот, оказывается, висмут содержится в воздухе в виде пыли. И когда начинается дождь или снег, его прибивает осадками, и частички оседают на измерительных приборах. Именно поэтому в начале дождя они фиксируют уровень висмута гораздо выше, чем в конце, когда дождь эти частички с приборов уже смывает. Поэтому колебания уровня висмута имеют естественное происхождение и не опасны. Ну а сам висмут действительно продукт распада урана. Это ядро возникает в результате распада урана-238. Уран является естественным компонентом почвы и пустой породы, загрязняющий уголь, который сжигается в больших количествах. Другими словами, в том, что висмут содержится в воздухе, виноваты не боеприпасы с объединенным ураном, а использование обычного угля. Национальное агентство по атомной энергии Польши даже дало официальное опровержение новости о повышении радиоактивности. Однако через пару дней, 19 мая, она имела продолжение. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что из Украины в Европу движется радиоактивное облако. Украине тоже помогли. Надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с объединенным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации. Мы проверили данные Федерального ведомства по радиационной защите Германии. 19 мая никаких изменений уровня радиации там не фиксировали. Исследовательский центр Еврокомиссии, который мониторит радиоактивность окружающей среды по всей Европе, тоже не увидел никакого надвигающегося облака. Кстати, вот карта уровня излучения по Восточной Европе. И посмотрите, где пятно наиболее интенсивного цвета. Под Брагином в Беларуси. Минприроды Беларуси эту информацию подтверждает. То есть уровень радиации там как минимум в 2 раза выше, чем в Украине или в Евросоюзе. Однако ни в Беларуси, ни в России по этому поводу никто тревогу не бил. Ну и, наконец, «Комсомольская правда», чтобы подтвердить слухи о взрыве склада с урановыми снарядами и что это создало опасность облучения, посмотрела информацию о замерах радиационного фона в месте взрыва на украинских сервисах. Их слова косвенно подтверждают и украинские сервисы.
которые мониторят радиационную обстановку. 12 мая произошел всплеск с 60-80 нанозивертов обычный фон до 140-160. Это не очень-то и много, но такой скачок, да такой резкий. Мы проверили. Да, уровень радиации в Хмельницком поднялся, но это было за несколько дней до взрывов, о которых говорится в статье. Но все эти несовпадения комсомолку не смутили. Ей, Якову Кедми и Николаю Патрушеву достается 5-е место рейтинга «Неправды» за то, что в ответ на реальный удар ракет натовского производства по Луганску они наслали на Европу вымышленное ядерное облако. Реальные доходы белорусов выросли за первые 3 месяца этого года на 0,3%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, сообщает официальная статистика. На фоне этого депутат Палаты представителей Анатолий Насеня на телеканале «Беларусь-1» отметил высокий профессионализм экономических кадров страны. Хорошие экономисты нужны были всегда. И учитывая то, что мы фактически под санкциями работаем с 1994 года, наша экономика, да, и те беспрецедентные санкции, которые были введены против нашей страны в прошлом году, и тот результат, который мы имеем на выходе, говорит о том, что в данной области у нас с кадрами все в порядке. То есть, так или иначе, мы выходили на тот уровень в развитии, который был запланирован. Итак, начинаем по порядку. Впервые Евросоюз ввел санкции против Беларуси 15 сентября 1997 года. Санкции эти заключались в том, что Евросоюз приостановил процесс ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, а также временного торгового соглашения от 1995 года. Это произошло как реакция на референдум 1996 года, по итогам которого полномочия Александра Лукашенко продлили до 2001 года. С запланированным уровнем развития тоже не все так благополучно, как говорит депутат. Напомним, что в 2010 году на 4-м Всебелорусском народном собрании Лукашенко поставил цель – средняя заработная плата $1000 к 2015 году. К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной платы к $1000 в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения. Ее не достигли даже к 2023 году. Хотя в 2022 официальная статистика показывала исторический максимум по средней зарплате – $691. Из последнего – провалены планы прошлого года. Вместо роста ВВП на 2,9% получили падение на 4,7%. А депутат Анатолий Насеня за преувеличение успехов получает 4-е место рейтинга «Неправды» этой недели. Великобритания поставила Украине ракеты дальнобойностью 250 километров. И на российских телеканалах вновь заговорили о нарушенных красных линиях. Но главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Своя правда» на НТВ решила заступиться за Путина, который не реагирует на эти нарушения. Из ее слов следует, что Владимир Путин никому не прощал переход красных линий, потому что он их никогда и не обозначал. А напомни мне, пожалуйста, я, наверное, плохо следила за повесткой. Кто из руководителей России хоть раз называл, что именно является красной линией? Это назвали эксперты в этой студии, телеграм-каналы, еще кто-то. Ты мне не напомнишь, когда Путин говорил, вот это и это является красной линией? А я тебе скажу, он этого не говорил. Ни он не говорил, ни министр обороны не говорил. Они говорили, что существуют красные линии, но что скрывается под этой формулировкой, мы можем только гадать. Владимир Путин действительно в прошлом году говорил, что хочет, чтобы красные линии остались его секретом. А что касается вот этих красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил, о которых вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны. Однако в этом году он косвенно признал, что Запад уже пересек эти линии, когда начал поставлять Украине тяжелое вооружение. Все эти поставки танков, истребителей, теперь вот еще и боеприпасы с объединенным ураном. Многим кажется, что это уже не только красные линии, это уже бордовые линии, и они их пересекают. Да, они вот так и делают. Они с самого начала это сделали. Еще до войны Владимир Путин провел еще одну красную линию. Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет, значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас.
Мы куда идем-то? Зачем это все это делать? Вот это создание таких угроз для нас и есть красные линии. В октябре прошлого года МИД России открытым текстом предупредил Запад о красной линии. Такой линией должны были стать поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Ракеты Storm Shadow, недавно поставленные в Украину, поражают на 250 километров, что считается дальнобойной дистанцией. А Маргарите Симонян за то, что она невнимательно следит за высказываниями Путина, мы отдаем бронзу топ-фейка. %45 поляков против членства в Евросоюзе. Причина этого – экономический кризис, заявили на телеканале «Беларусь-1». Впервые в польской истории число евроскептиков превысило количество оптимистов. 45% граждан полагают, что членство в Евросоюзе угрожает суверенитету страны. Несогласных с этим 44%. Этот опрос стал свидетельством перемен в местном общественном мнении. Социологи полагают, что свою роль здесь сыграл экономический кризис в ЕС, который разрушил миф о всеобщем европейском процветании. Такой опрос и правда был, и цифры правдивые. Но телеканал «Беларусь-1» исказила формулировку вопроса. У поляков спросили, считают ли они, что членство в ЕС излишне ограничивает суверенитет их страны. За и против высказалось примерно одинаковое количество людей. Но даже из тех, кто считает, что ЕС ограничивает суверенитет Польши излишне, большинство выступает против того, чтобы Польша покинула блок. 85% поляков одобряют членство Польши в ЕС. Это результаты того же апрельского опроса. Это на 7% меньше, чем в прошлом году, но довольно высокая поддержка. И только 10% против членства. То есть это и есть реальная доля евроскептиков. Мы заглянули еще и в последний опрос Евробарометра, который проводился этой зимой. И там тоже 55% поляков позитивно оценивают ЕС. И только около 7% негативно. А в оценках будущего ЕС поляки вообще одна из самых оптимистичных наций Евросоюза. 77% опрошенных считают, что все будет в ЕС хорошо. Так что «Беларусь-1» поспешил вычеркнуть Польшу из Евросоюза. И за это получает второе место фейк-чарта. Польские дальнобойщики в знак протеста заблокировали белорусские фуры, которые возвращались в Беларусь из ЕС. Главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков считает, что польские дальнобойщики требуют отменить санкции против России. А польские дальнобойщики бастуют по какой причине? Из-за санкций россияне запретили польским водителям ездить и возить грузы на территорию России. Соответственно, теперь каким образом устроена система перевозки, скажем, из Парижа в Москву? Французский или польский дальнобойщик довольствует до границы. На границе приезжает белорусский или российский дальнобойщик, прицепляет груз и поехал. Почему польские дальнобойщики пытаются перекрыть пункт пропуска, непонятно, потому что они вроде как требуют отменить это все от кого? От своих властей? Ну, в общем, непонятно. До 9 июня они обещают бастовать. С ним согласен и гость студии, столичный профсоюзный деятель Сергей Крысенко. В принципе, все логично. То есть довозить до нашей территории, работать на своей территории, да? Да. Но поляки теряют деньги. Ну, вы же понимаете, что такое по России ехать, да? Это, может, там 2000-3000 километров, это их заработок, да? Что такое ехать по Польше? Санкции на деятельность польских перевозчиков действительно повлияли. Но на самом деле дальнобойщики требовали не их отмены, а их ужесточения. Вот как они сами объясняли причины блокировки на границе. Мы хотим добиться наших требований. Запрет на белорусские и российские прицепы, на иностранный капитал из России, из Беларуси, в Польшу, запрет на открытие их компаний, сделать что-то с теми компаниями, которые были открыты в том году. Оказалось, ситуация для польских перевозчиков выглядит так. Евросоюз ввел запрет на въезд тягачей с российскими и белорусскими регистрационными номерами. Россия и Беларусь ответили своим запретом, и теперь европейские фуры могут въезжать в Беларусь только до ближайшего логистического центра, чтобы там перегрузить груз, и дальше по России или Беларуси его везет белорусский или российский перевозчик. То есть вроде как каждый работает на своей территории. Но санкции ЕС оказались дырявыми. Тягачам с российскими и белорусскими регистрационными номерами запрещено въезжать в ЕС, а полуприцепам на таких номерах нет. Белорусы и россияне начали массово регистрировать транспортные компании в Польше. Это дало им конкурентное преимущество перед поляками. Не можем, как поляки, проезжать через Беларусь. Нам, как полякам, не разрешают проезжать через Беларусь, в то время как в Польше открываются фирмы, которые доставляют товары, как польские перевозчики, на перевалочные склады в Беларусь, а затем перевозят их дальше на своих машинах уже как белорусские, российские перевозчики. Дальше в Россию, Беларусь. Мы больше не можем осуществлять такие перевозки. То есть груз, который следует условно из Франции в
Россию, польский перевозчик может довести из Парижа только до границы с Беларусью, а белорусский конкурент с польской регистрацией, не перегружая продукцию, прямиком из Франции в Россию. Полякам это невыгодно. Они возмущены, почему Польша регистрирует транспортные фирмы с восточным капиталом. Поговаривают, что только по одному адресу в Бяло-Подляске белорусские предприниматели зарегистрировали аж 63 транспортных предприятия. Польша обратилась в Европейскую комиссию с просьбой включить российские и белорусские полуприцепы в пакет санкций и ввести запрет на регистрацию компаний с российским и белорусским капиталом в Польше. А Кирилл Казаков за искажение требований польских дальнобойщиков получает первое место нашего Weekly Top Fake. Это все, что мы хотели разоблачить в этом выпуске. Спасибо вам, что были с нами до конца. Нашим подписчикам на Патреоне мы подготовили бонус, а я, Алена Чернявская, прощаюсь с вами. Следите за выходом программ на нашем канале. До следующей недели.